Итак, народ, сегодня видео будет бомба. Я нахожусь на Палермо, да? И чего я сюда попал, сейчас расскажу. Отдохнуть остановился на минутку. И, значит, как я и говорил, экономика есть экономная в Аргентине. И буду рассказывать о жизни в Аргентине. И, надеюсь, даже более интересные истории, чем раньше. То есть не просто бродить по Кабильдо или где-то. Что произошло? Я себе установил на телефон. Сейчас мы закроем машину, пройдемся чуток здесь. Я себе установил на телефон такое приложение, которое называется Uber. Uber и заодно еще приложение Didi. И решил, думаю, таким вот образом надо попробовать поуберить. Что это такое? Я никогда здесь этим не занимался. Занимался еще когда-то студентом в Киеве. Потом там еще один раз занимался немножко подработками на частной машине. А теперь решил, думаю, когда у меня есть свободное время, допустим, сегодня, воскресенье, утром проснулся, думаю, а выеду, посмотрю, что это такое. Включил это Didi и поехал по Буэнос-Айресу. В общем, беликает раз за разом. Я уже отключился, потому что задолбало бликать, думаю, остановлюсь хотя бы. А вот только когда одну привез, уже блик-блик, следующий. В общем, это второй день, как я пробую, потому что, если честно говоря, я вообще-то вчера пробовал только, что это такое Uber, пока разобрался с этим приложением, пока съездил вчера еще по карте, ошибся и попал черт зна куда, за город, в Ломас-де-Самора. Час с лишним езды, перепутал провинции, то есть на карту плохо глянул, еще, знаете, глаз не набит. И попал черт знает куда. И, ну ничего, все нормально, отлично. Люди такие все нормальные. Мне пока что попадались, все интересуются, что, как, обсуждают что-нибудь. Туристы попадались. Вчера из Колумбии семья попадалась. Ну, одним словом, вот я 2 дня поработал, вы знаете, довольно-таки прикольно, интересно. Так что вот, теперь будем снимать еще такие истории. Сейчас я приехал на Палермо. Народу мало, потому что это воскресенье. Хотя уже русскоязычных я тут встретил кучу, пока остановился отдохнуть хоть немножко, уже кучу встретил. Я себе поставил 2 телефона, на одном только приложение, на другом мои звонки. Прикольно! Сейчас покажу, как я тут устроился. Смотрите, и я уже сегодня уберу. Так, это у меня тут камеры мои валяются. Вон, видите, приложение Didi. Я его сейчас отключил, чтобы оно не блимкало. Так что все, народ, буду разные райончики показывать, наверное, да и просто рассказывать интересные истории. Все-таки, знаете, когда едешь с пассажиром, есть люди, которые там едут с семьей или друзья какие-то, или что, они между собой разговаривают. А есть, наоборот, которые хотят поинтересоваться, поговорить с тобой. Кто-то о политике, кто-то об экономике, кто-то просто как тебе здесь, что тебе здесь, и все. Интересные истории, одним словом, бывают. Ладно, поеду. Сейчас я на Палермо, посмотрим, куда меня сегодня заведет. Ну, в принципе, я за час сделал, наверное, где-то 3 поездки пока что. Сколько заработал за 3 поездки, думаю, где-то выходит, наверное, в среднем наших, где-то $1 в час, можно, не, $10 в час, что я, $1 в час. Одним словом, фиг поймешь, как у нас считать. У нас 1000 с лишним $, песо стоит $1. Я пока, сейчас у меня на счетчике сколько там, на телефоне. Сейчас глянем, и я покажу, не буду, как говорят, а вы посмотрите, сколько у меня тут написано. Вот, 26 тысяч, да? $26 заработал. Ну, наверное, 20, потому что если по курсу. $20 за 3 поездки. Где-то так. Плюс, опять же, тут вот у них всякие есть такие фишечки наподобие. Сделай 10 поездок, получи $10 приза. Это по первам. Мне, к примеру, Didi, я еще даже не знаю, как правильно их выговаривать, дало такое, что там типа на недельку или на сколько, так как ты только начал, мы не берем с тебя вообще никакой процент. Все, что заработаешь, все твое, плюс вплоть до $150 ты так, 10 поездок, 10 тысяч, 10 поездок, 10 тысяч, такие премии. А вчера смотрю, Uber, когда меня, принял, пишет то же самое, что
до 170 тысяч песо можете заработать, мол, премиями дополнительными, наподобие, ну только там так, 20 поездок, 20 тысяч, 20 поездок, 20 тысяч. Это не значит, что я теперь буду заниматься только этим, совершенно нет, я буду заниматься всем тем, чем и занимался, ремонтом компьютеров, и снимать видео, на рыбалке кататься, и все, что нужно, тем более лето приближается, скоро весна, все. Просто прикинул, что бывает такое, что у тебя есть свободное время. И чем вылупить глаза и сидеть около телека, можно покататься, пообщаться с людьми, подработать, заодно что-нибудь интересное даже увидеть, поснимать и рассказать. Так что все, поехали, посмотрим, что дальше будет с этого всего дела. Приехал в аэропарке, девушка летит в Миссионес, и это самое с чемоданчиком, я ее привез до самолетиков, смотрите. Вот, это аэропорт наш, Буэнос-Айресский, местный. Тут в основном летает по этому самому, смотрите, как собачку повез. Чувак, классно. Катается. Вот набережная наша, построили новую набережную, так что вот такая, видите. Я же говорю, и здесь аэропорт, куда летает по Аргентине, и ближайшие типа Уругвай на той стороне реки Уругвай. И может кому интересно, как зарегистрироваться, сложно было или нет на вот этот Uber. Ну не знаю, я сразу на две платформы зарегистрировался, на Uber и на Didi. Didi вообще сразу там через час, где-то, наверное, после того, сейчас после того, как я послал им бумажки свои, права, так сказать, документ на машину, права и документ ДНИ аргентинский. И уже через час мне было, что я уже зарегистрирован и могу начинать работать, типа кататься. А этот Uber прошло где-то, наверное, пару часиков прошло, когда они мне как бы проверили документы в плане того, что мои права и моя этот самый, и мой документ. Но целый день где-то что-то никак было на рассмотрении на машину документ. Ну, наверное, мне кажется, я просто его хреново сфотографировал. То есть я размазанно его сфотографировал вот из-за этого. И Didi ничего не требует больше. А Uber еще дал 2 недели для того, чтобы справку о этом самом, о несудимости еще им выслать. Ну, эта справка о несудимости в Аргентине берется онлайн. И можно взять за 1 день, можно за 3 дня, за 5 дней. То есть все зависит от того, за сколько тебе срочно надо, платишь и онлайн тебе высылают, потом скачиваешь эту справку. Так как мне там 2 недели, то я ее получу через пару дней, и потом им пошлю, бы написано, типа, у вас 2 недели, чтобы вас не заблокировали, чтобы предоставить справку о несудимости. А в другой вообще не надо справки о несудимости. Так что это просто для тех, кто захочет, ну, сказать, а я тоже покатаюсь. Ну, захочешь покататься, то это такое дело. Я так заметил, тут полно, блимкает. В общем, пользуется народ этим очень-очень сильно. Что одним, что вторым, я даже не знаю, какой включать. Вчера повключал Uber, пока немножко разобрался. Сегодня повключал Didi, покатаюсь на Didi, посмотрю. Одним словом, сейчас в аэропорту. Тепло уже стало. Весна наступила, смотрите, народ гуляет, так как это воскресенье, ну, конечно, а что, я думаю, тоже сейчас свитерок надо снять и уже, одним словом, еду с кондиционером включенным. Так что такое дело.